Представители знака зодиака Лев. Львы и львицы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 9 по 15 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, искренне надеюсь. И метафорические образы и карта у нас сегодня как раз колода 78 дверей. Плюс ваша интуиция помогут, может быть, просчитать какие-то свои последующие действия или предположить альтернативные варианты развития событий. И первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться «Что важно знать?». Или, может быть, какая сфера жизни будет наиболее проигрываться на этой неделе. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Что за нас? Достанем карту «Что от меня скрыто?». Может быть, чего-то не замечаем или не придаем значения, так тоже бывает. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Посмотрим денежную энергию на эту неделю с 9 по 15 и личную жизнь с 9 по 15. И в заключении карта «Совет». Подытожим, как карты видят. Ну, или что-то нам еще расскажут. Итак, что важно знать? Интересно, мои дорогие львы. И в этой колоде карт принципиально важное значение имеют с двери. Открыты они, закрыты, или как подобрать ключ. Нам здесь показана дверь закрытая, но как будто человек проходит мимо. Его трость, которой он пытается, вот то, что встречается препятствием на его пути, как будто предусмотреть, она не направлена в сторону двери. Как будто человек просто проходит мимо. И обратите внимание, выглядит как слепой, да, трость. Но если мы уберем с вами эту трость, непонятно, что на самом ли деле человек имеет этот недуг. Может быть, нам хотят так продемонстрировать. Может быть, и вы, мои дорогие львы, будете в такой позиции или в такой ситуации, когда словно нужно продемонстрировать, что я чего-то не знаю или чего-то не замечаю. Человек достаточно хорошо сложен, у него развит плечевой пояс, и сама его осанка с ровной спиной и достаточно гордо поднятой головой не показывает нам о том, или не дает нам, по крайней мере, информации о том, что человек где-то в себе не уверен. А все же, согласитесь, те люди, которые плохо видят, они выглядят даже по-другому. Поэтому, мои дорогие львы и львицы, вполне вероятно, неделя, если мы говорим, что важно знать, либо вам придется на себя такую маску одеть, либо с вами могут такую же маску одевать. Чего не избежать? Это может означать, конечно, какая-то поездка или переезд, или куда-то мы собирались отправиться, и, может быть, мы отложили какую-то поездку. По этой карте вообще могли произойти какие-то перемены, когда мы пересматриваем свою стратегию и тактику. И вот если вы что-то поставили на паузу, предположим, или отложилась поездка, вот буквально, или какая-то работа, какие-либо перемены, то карта нам говорит, нет, придется продолжить. Человек у нас как будто нет на этой карте дверей, он уже вышел за врата. Перед нами открытый путь, и как будто идти вперед придется. Может быть, это касается ваших отношений, а может быть, это касается работы. Но явно вы на пороге каких-то очень важных событий, причем эти события будете формировать вы сами. Насколько долго вот эта маска, или ей можно воспользоваться, решаете только вы. На какой-то период времени, нам карта говорит все же по четверке мечей, пауза. Не форсируя какие-то, может быть, события или не пытаясь воздействовать на человека, если ты чувствуешь, что он уже принял какое-то решение или мнение. Тут больше концентрация на вас самих, на ваших идеях, на ваших планах, на ваших честолюбивых амбициях. Лично вы для себя что хотите создать, совершить, сделать, потому что восьмерка кубков подразумевает, что это перед нами горизонт открывается и какие-то новые возможности. Интересно. Но, видимо, маски такие, может быть, и необходимы. Чему сейчас не время? С одной стороны, это у нас король жезлов,
Это харизматичный лидер во всех колодах. И здесь тот лидер, который... Вообще это огненная энергия, жезлы, который хочет что-то сделать так, как ему именно это либо нужно, либо интересно. Отстаивать свои позиции, причем делать любыми способами. И, скорее всего, не время тому, что мы какую-то свою теорию условно продавливаем, или пытаемся кому-то что-то доказать, или пытаемся, надев, может быть, маску, каким-то образом проманипулировать, чтобы получить желаемое. Вот, наверное, не настаивать на чем-то будет тоже очень важно. Здесь, с одной стороны, первая карта нам говорит, ведь это концентрация на самом себе. Это придется как будто мысли в порядок приводить. Еще может быть тысячи неопределенностей, которые могут нас вынуждать занять такое нейтральное положение, когда мы никому ничего не обещаем. И выводов как будто не делаем. Потому что самый главный вывод для нас самих – куда мы идем. А что нам помогает, интересно. Когда мы сами в себе уверены. Интересная карта, туз жезлов – это карта возможностей, это карта... С одной стороны, может означать, что нам поступило какое-то предложение или приходит какое-то известие, и мы должны на него словно отреагировать или принять, увидеть, может быть, что есть по факту, рассмотреть какую-то конкретику, может быть, и материализм, но именно для того, чтобы словно сделать прыжок в будущее. Вот на этой карте очень хорошо это изображено. Нам показан маг-волшебник, который стоит возле двери, и если мы говорили, дверь имеет принципиально важное значение, от взмаха его рук эта дверь откроется. Вот у вас такие сейчас возможности, силы, но, видимо, все зависит от какого-то одного, может быть, в какой-то области, сфере вашей жизни, от одного решения. Вам помогает абсолютная вера в себя, в собственные силы, но, может быть, какие-то вопросы еще ставят в тупик. И приходится, может быть, изображать одно, а думать другое. Все-таки четверка мечей, она подразумевает тишину. Удача любит тишину. То есть мы никому ничего не говорим. Может быть, это касается работы, когда мы планируем, что мы уйдем, но пока мы еще не заявляем. За это время мы должны составить четкий план действий или тезис-план. Что скрыто? Вы можете не видеть какого-то предложения. Или кто-то как будто нам хочет сделать признание в любви. Все же рыцарь Пентаклей. Или в этой колоде означает, как будто к нам кто-то стремится с подарком для того, чтобы принести помимо подарка какую-то радостную весть. Правда, это может быть какое-то сообщение, которое касается дел сердечных, и кто-то с вами, мои дорогие львы, словно выйдет на контакт. Или, может быть, это тот человек, которого вы знали какое-то время, но он выпал из поля вашей видимости. Может быть, о себе напомнит давний друг, давний знакомый, и он хотел бы с вами возобновить отношения. Вот это может проиграться. И тогда что я могу сказать? По рыцарю Пентакли – это те отношения, которые не будут развиваться быстро, но это то, что будет развиваться надежно, постепенно, может быть. Или если у вас была какая-то ссора, недопонимание с человеком, человек может первый где-то пытаться с вами сгладить какие-то острые углы. И тогда все равно, как будто вот мы можем этого не видеть или можем думать о человеке разное, а вроде как с чистыми помыслами, и с каким-то далеким продолжением у человека есть планы на вас. И такое тоже может быть. Дела, работа, бизнес. Как будто не отказываться, правда, от каких-то контактов. Прекрасно. Девятка Пентаклей нам сразу говорит о получении денег. У кого-то это может проиграться оформление недвижимости или еще какие-либо вопросы по поводу вашего дома. Может быть, это где-то, правда, будет связано с перемещением или сменой места жительства, или для кого-то из вас это будет, может быть, означать то, что вы словно свое окружение можете анализировать. Кто мне друг, а кто так, а кто может быть и враг. Или по этой карте все-таки девятка Пентаклей – это карта самодостаточности. И полностью, когда мы управляем сами, да, всеми процессами, когда у нас где-то все рассчитано, подсчитано, когда мы, правда, карта материализма в первую очередь, но и достаточно прочной позиции, как и по деньгам, так и по делам, самое время, я бы сказала, для себя определять какие-то
планы как на будущее, так и с какими-то своими далекими устремлениями или то, о чем вы всегда мечтали, как будто тоже есть посыл вспомнить об этом, поскольку эта неделя очень ресурсное время для того, чтобы свою мечту буквально воплотить в жизнь. Ну, или если мы говорим про дела, документы или какие-то согласования, или что вы наметили, как будто все пройдет успешно. И деньги тоже будут. Но девятка – это где-то преддверие перемен. Этого нам как будто не избежать. Королева Пентакли нам выпадает на деньги, и деньги будут. По этой карте надежность, стабильность. И опять же, если мы сказали про окружение, на карте изображены как будто два гнома, человечка. И если мы говорим двери, королева открыла именно для них двери, как будто это те ее помощники, которые сейчас войдут в ее покои, в ее комнату, и они вместе будут пересчитывать вот эту наличность или ее деньги. Какой-то материализм, опять же, нам говорит карта, и увязывает это с каким-то кругом людей, которым вы можете доверять. Вот, видимо, решения финансовых вопросов должны строиться где-то на людях надежных. Мы с чем-то не должны просчитаться. По крайней мере, карта говорит, что нам придется это учитывать. Но если мы говорим как и на дела, на работу, на бизнес, на деньги, неделя удачная, мои дорогие. Личная жизнь. О, шикарно, карта сила. Но мы и помним, что это карта великого манипулятора. И у нас показана девушка прекрасная, слабая девушка, и тем не менее, двери, если мы спросили, дверь закрытая, но лев в данном случае является стражем дверей. Воздействуя на льва, мы откроем дверь. Так вот, воздействие на льва, и на него невозможно воздействовать или невозможно открыть эту дверь, если мы на чем-то настаиваем. Победить как будто этого льва возможно только добротой, или когда он не чувствует агрессии. И тогда дверь откроется сама. Поэтому быть где-то дипломатом, мои дорогие, а на этой неделе как раз у нас Марс в весах. И дипломатия – это основа всего. Как мы со всеми договоримся. Или как мы пойдем решать вопросы и с какой позиции, может быть, мы начнем их решать. Либо мы что-то начнем доказывать и ничего не решим. Или мы будем где-то более лояльны к миру, или понимать, что лучше я обойду какие-то острые углы и многие вопросы сейчас закрою. Или в конечном итоге будет ровно так, как я хочу. Вот интересно, чему сейчас не время? Король жезлов, мы говорим, что не время где-то продавливать свою ситуацию или свое решение любыми способами. Может быть, и не время манипулировать. И тем не менее, карта силы, мы должны как-то правильно, может быть, распорядиться этой силой или теми возможностями, которые нам предоставляет судьба на этой неделе. Давайте мы спросим, карта совет. Туз кубков. У вас два туза, мои дорогие львы и львицы. Очень продуктивная неделя. У вас все-таки два туза. И первый туз, если мы говорим туз жезлов, это энергия, где-то напор, это желание сделать или совершить то, что входит в ваши планы. И как будто нет помех. Абсолютная уверенность в собственных силах, она придает нам как энергии и добавляет, может быть, отчасти этих возможностей осуществить, получить желаемое. Но делать это, видимо, нужно аккуратными методами, где-то манипуляции, тем не менее, предусмотренной, да, но не с позиции, когда мы что-то хитрим совсем. Может быть, и приходится маски одевать, но где-то не переиграть, это будет тоже очень важно, потому что мы можем столкнуться с таким человеком, который сам по себе тоже достаточно чувствителен и может как раз наши вот такие манипуляционные действия как будто прочувствовать, предугадать, и мы тогда себе помешаем. Но в результате, если мы что-то сделаем спокойно, не будем заявлять заранее о своих планах, мы можем настолько остаться довольны, что по тузу кубков, помимо того, что нам говорят, сами по себе какие-то эмоции приятные, может быть, действительно как признание в любви, у кого-то предложение, может быть, руки и сердца, или вопросы вашей паре, все-таки пары, туз кубков, полнота эмоций, но есть еще и момент, что по тузу кубков это когда мы получаем желаемое тоже.
Вот, наверное, использовать эту неделю для себя лично. Очень важного. И если пересмотреть вот эти все карты, я так думаю, что это вам скорее, мои дорогие львы и львицы, хочется вот надеть такую маску. Я не вижу по всем остальным картам, что кто-то в отношении вас как будто хитрит. Посмотрите, тут вся энергетика именно раскрывается вокруг именно вашей какой-то истории, может быть, нескольких историй по разным сферам жизни. Но, может быть, это какая-то осторожность или какой-то расчет, который совершенно необходим, вынуждает где-то действовать, как будто из-за кулис. Или поначалу себя как будто не афишировать, сделать что-то так красиво, аккуратно, чтобы, как не спугнуть удачу, может быть, мои дорогие. Есть вот по всем этим картам у меня, по крайней мере, такое предположение. Перекладывайте на себя, посмотрите, какая замечательная неделя. И будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие львы и львицы.